Хотелось тебе когда-нибудь начать все с нуля и где-нибудь подальше от земли? Ну, построить там базу, наладить быт и адаптироваться под другие условия выживания. Мне да. Поэтому многим нравятся игры про колонизацию. Зато ощущение чего-то нового и неизведанного. Сначала непонятно, с чего начать, а потом шаг за шагом начинаешь втягиваться в процесс, и остановиться уже сложно. Я расскажу тебе о 5 классных играх. Если ты не увидел свою любимую и неповторимую в подборке, приглашаю в плейлист. Возможно, о ней мы уже говорили ранее. Если нет, дай мне знать об этом в комментах. Всем здрасте, с вами Настя. И с тебя лайк и подписка, с меня интересный факт об игре из списка. Погнали! Oxygen Not Included. Это тот самый симулятор, который сначала выглядит мило и смешно, а потом превращается в инженерный ад. Ты управляешь колонией дубликантов, застрявших внутри астероида, и твоя главная задача сделать так, чтобы они просто не задохнулись. Спойлер, это сложнее, чем ты думаешь. Геймплей завязан на глубокой симуляции всего подряд. Кислород, углекислый газ, температура, жидкости, давление, электричество и даже психическое состояние персонажей. Одно неверное решение, и база начинает медленно погибать. Еда портится, трубы перегреваются, дубликанты впадают в стресс и устраивают бунт. Чтобы этого не произошло, ты постепенно осваиваешь все более сложные технологии, учишься автоматизировать процессы, перерабатывать отходы и превращать хаос в устойчивую экосистему. Хоть это и одиночная игра, но ощущение такое, как будто ты управляешь живым муравейником. Интересный факт. Разработчики вникали в реальные научные концепции, термодинамику, газовую физику и инженерные принципы. Именно поэтому игра выглядит мультяшной, но при этом ведет себя пугающе реалистично. Здесь даже лишний вдох расходует ресурсы. Еще комьюнити игры выяснило, что тепло можно временно как бы запирать в жидкостях и использовать баги теплообмена для ранних турбин, что долгое время не фиксилось, потому что разработчики посчитали это интересной фичей. Astra Colony. Это игра для тех, кто не только любит космос, но и дотошно наводит порядок в конвейерах. Тут ты не просто строишь базу на одной планете, а создаешь целую сеть колоний в процедурно сгенерированной вселенной, где каждый планетоид можно использовать с пользой для себя. Основной упор сделан на автоматизацию. Ленточные конвейеры, транспортные трубы, модули и стыковка станций – все это постепенно складывается в огромное логистическое нечто. Очень быстро ловишь себя на мысли, что вместо «пойду исследую» сидишь и часами оптимизируешь маршруты для ресурсов. Но здесь имеется человеческий фактор, который заигнорить не получится. Колонисты. Космонавтов нужно кормить, обеспечивать жилье и поддерживать комфорт. Ну и есть куда расти. Более 70 технологий открывают новые возможности и заметно расширяют масштаб колонии. Играть можно в одиночку или в кооперативе. Проект отлично подойдет фанатам Factorio, Satisfactory и в целом космических симуляторов. Интересный факт. Astra Colony разрабатывается одним человеком. И именно поэтому игра активно развивается за счет обратной связи от сообщества. Многие механики автоматизации и удобства интерфейса появились именно после предложения игроков в Discord и Steam. Создатель переосмыслил по-своему классические фэктори-симуляторы через вертикаль и невесомость и создал мир, где производство растет во все стороны сразу. Отсюда идея модульных платформ, соединенных трубами и транспортом в 3 измерениях. Dyson Sphere Program. Это игра, в которой начинаешь с маленького бурового станка, а заканчиваешь строительством мегаструктуры вокруг звезды. Ты управляешь мехом-инженером и шаг за шагом разворачиваешь производство сначала на одной планете, а потом уже в масштабе всей галактики. Здесь тебя ждет автоматизация и логистика, конвейеры, дроны, межпланетные и межзвездные перевозки, фабрики, ну и, конечно же, переработка ресурсов. Все связано в одну огромную цепочку, где любая ошибка может аукнуться запором в производстве. Но именно в этом и кайф. Оптимизировать, перестраивать, улучшать и видеть, как система начинает работать идеально. При этом игра не ограничивается одной планетой. Каждая звездная система генерируется процедурно, с разными типами планет, орбитами, ресурсами и условиями. Придется налаживать логистику между мирами, учитывать расстояние и энергопотребление, а позже еще и защищать свои заводы от враждебного темного тумана, который добавляет в привычную фабричную медитацию нотку напряжения. И интересный факт. Игра начиналась как проект небольшой китайской студии из 5 человек, но благодаря раннему доступу и активному сообществу быстро выросла в один из самых масштабных и визуально впечатляющих симуляторов автоматизации, где основной целью было не сделать очередной фэктори-симулятор, а попытаться визуализировать масштаб космической индустрии так, чтобы игрок видел результат своей работы буквально с орбиты. Ну и отсутствие врагов на старте – осознанное решение создателей. Главное, чтобы первый опыт был полностью сосредоточен на созидании, а не на защите фабрики. Surviving Mars.
Это возвращение на Красную планету с обновленным подходом и полным набором контента. Если ты когда-нибудь залипал в оригинал, то эта версия все и сразу. Строительство колонии, выживание в экстремальных условиях и долгий путь от первых куполов до самостоятельной марсианской цивилизации. Нехватка какого-либо из них, будь то кислород, вода, энергия или еда, может привести к катастрофе. Особенно в те моменты, когда колонию накроет очередная песчаная буря. Главная фишка игры – марсианская ассамблея. Теперь ты не просто строишь здания, а реально управляешь обществом. Принимаешь законы, реагируешь на запросы колонистов и со временем можешь даже объявить независимость от Земли. Добавь сюда конкурентов, спонсоров и терраформирование, и каждая партия будет казаться уникальной. Проект отлично подойдет тем, кто любит вдумчивые стратегии, постепенный прогресс и ощущение ответственности за каждое принятое решение. И интересный факт. Доступны все ключевые дополнения оригинальной игры, и она также была переработана с расчетом как на ветеранов серии, так и на новичков. Целью разработчиков было совместить реальную марсианскую науку с играбельностью, а не делать строгую НАСА-симуляцию. Поэтому многие параметры вроде выработки кислорода, радиации и ресурсов намеренно сделаны попроще, чтобы игрок больше думал стратегически, а не потерялся в научных дебрях. Сама игра при этом продолжает жить за счет модов и сценариев от комьюнити, которые часто перерабатывают баланс глубже, чем официальные обновления. The Planet Crafter. Это очень спокойный, почти медитативный симулятор выживания, где главный враг не монстры, а сама планета. Ты высаживаешься посреди мертвого мира с простой задачей – сделать его пригодным для жизни. Без спешки, без стрельбы, шаг за шагом, от первых глотков кислорода до настоящих лесов и рек. Геймплей построен вокруг сбора ресурсов, крафта и строительства базы. Сначала ты буквально считаешь секунды до удушья, потом ставишь генераторы кислорода, обогреватели, добывающие машины и постепенно начинаешь дышать полной грудью. Да, и прикольно наблюдать, как цифры терраформирования растут, а планета на глазах меняет цвет, рельеф и становится живой. Прогресс тут буквально визуальный. Появляются облака, дожди, растения, насекомые, а позже на планете сформируется полноценная биосфера. Параллельно ты исследуешь обломки кораблей, находишь новые технологии и расширяешь базу, делая ее все более автономной. Играть можно как в одиночку, так и в кооперативе до 10 человек. И если ты любишь выживание без насилия и предпочитаешь создать новый мир с нуля, то проект однозначно создан для тебя. И интересный факт. В игре полностью отсутствуют враги и боевые механики. Весь фокус сознательно смещен на терраформирование и исследование без давления таймера, где основное удовольствие — это смотреть на преображение планеты. Разработчики сделали так, чтобы игрок видел изменения мира своими глазами, а не только следил за числами интерфейса. Таяние ледов, появление озер, дождь, небо, растения и насекомые появляются в реальном времени и остаются в мире на постоянку. Вот такая подборка проектов о колонизации планет у меня получилась. Если пропустил, то напомню тебе, посмотри другие мои ролики по данной теме. А в какую игру из этих играешь ты? Поделись с нами, чем она тебе так понравилась. А если тебе захотелось поиграть в одну из этих игр, значит моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, берегите себя, берегите свое здоровье. С вами был Настена, всем пока-пока.